Всем привет! Ты на канале Супер Арбалет. В прошлом видео с новинками нашего магазина, ссылочка будет вот здесь, мы рассказывали про новинку от Boning Blazer True Fletch. И просто рассказать для нас это слишком мало. В этом видео мы решили вам показать, как же это все работает. Напомним, Blazer True Fletch — это поклеенные на термопленку перья. И с помощью Blazer True Fletch, собственно, мы можем быстро и легко оснастить свою стрелу перьями. На наш взгляд, довольно прикольная штука, ведь она не требует каких-то специальных приспособлений и действительно с ней довольно просто работать. Применяться Blazer True Fletch может как с алюминиевыми, так и с карбоновыми стрелами. Стрелы сюда подойдут диаметром от 5,6 до 9,5 мм. Перья поклеены правым винтом, учитывайте этот момент, особенно если вы левша. С углом пера есть небольшой нюанс, но в чем он заключается и работает ли вообще все то, о чем нам говорит официальный сайт, мы узнаем, когда начнем эти перья клеить. Поэтому предлагаю сместиться немножко к нашей чудесной кастрюле и посмотреть, как же все это работает. Итак, давайте посмотрим, как все это работает, и действовать мы будем, опираясь на инструкцию, взятую с официального сайта. Ну, я думаю, это логично. По инструкции производитель нам говорит о том, что для начала нам нужно подготовить кастрюлю с горячей водой. Мы, собственно, ее и подготовили. Дальше уже надеть перья, вернее, термоусадку с перьями на древко и погрузить, собственно, стрелу в воду. А вот угол, с которым в итоге перья будут поклеены, может немного варьироваться от способа погружения древка в воду. Давайте проверим это на практике. Итак, первое, что мы делаем, это, как и в случае с поклейкой практически любых предметов, мы обезжириваем склеиваемую поверхность. Для этого у нас есть немножко водочки, я взял из своей зимней куртки. Немного проливаем ее, потому что мы богаты. И знакомыми с детства движениями обезжириваем стрелу. Или не надо это вставлять? Далее берем Boning True Fletch. И в данный момент у меня алюминиевая стрела в руке. На алюминиевой стреле довольно просто невооруженным даже взглядом обнаружить спинку. И с помощью вот этой приспособы мы довольно легко, в принципе, эти перья по спинке можем поклеить. Если вы спинку на стрелах найти не можете всегда к нам обратиться. У нас есть специальные приспособления, и мы с радостью подготовим ваши стрелы к вашему стрелковому сезону. Надеваем до конца. Обращаем внимание, что на концах этой термоусадки есть такая прозрачная часть. Нам нужно установить термоусадку на стрелу таким образом, чтобы эта прозрачная часть была практически заподлицо. Ну, то есть не допустить того, что какая-то часть термоусадки останется вне стрелы, будет за нее выступать. Сами понимаете, тогда у нас ничего не выйдет, вода забьется под термоусадку. Итак, сейчас пользуемся первым методом погружения, описанным на сайте. Приступаем. На мой взгляд, логично будет немножко придерживать саму термоусадку в начале погружения, и когда мы дойдем примерно до середины, можно будет уже отпустить, потому что абсолютно точно термоусадка никуда не должна слететь. Давайте попробуем. Оп, и немножко лево, право, вернее наоборот. Смотрим, что получилось. Так, как вы могли заметить, все довольно просто. И вот наша стрела, уже практически стрела. Осталось установить наконечник и хвостовик, и можно стрелять. Что касается перьев, каких-то проблем я не заметил, пузырей воздуха я не вижу. А по поводу угла, о котором мы говорили немножко ранее, нам как раз таки нужно сейчас будет поклеить еще две стрелы, и мы уже сможем сравнить, отличается ли угол от метода погружения в воду или же нет. Но напомню, сейчас мы воспользовались самым первым, а соответственно самым примитивным методом погружения. Мы просто засунули в воду и покрутили налево, направо, то есть и налево. Заметил такой момент, вот как сказал немножко ранее, что нужно перед поклейкой установить ее прям заподлицо, учитывая вот этот вот прозрачный кусочек пленки. Так вот, если перед тем, как мы погрузили стрелу в кипяток, пленка у нас была, термоусадка, вернее, с перьями у нас была практически вровень с краем стрелы, то сейчас она как будто немножко сползла вниз. Это надо учитывать, потому что, ну, это банальный принцип работы термопленки. Она под воздействием высокой температуры уменьшается, то есть скукоживается. Соответственно, да, немножко
она у нас стала, ну, как можно сказать, поменьше. То есть она чуть-чуть потеряла в длине. Учитывайте это перед тем, как начать клеить. Но я думаю, что когда мы клеим комплект стрел, там, допустим, или полкомплект, там 6 штук, то, установив изначально все одинаково, а потом также одинаково поклеив каждую стрелу, мы уже каких-то проблем со смещением не увидим. Потому что нам гораздо важнее будет то, что все наши стрелы одинаковы. Переходим к следующему методу. Тут, как заявляет производитель, мы уже чуть-чуть усложним наше погружение и не просто засунем стрелу, а во время погружения будем ее поворачивать по часовой стрелке. И по заверениям производителя, тем самым мы добьемся в итоге угла где-то от 1,5 до 2 градусов. Давайте сейчас сделаем все, как нам рассказала инструкция, и посмотрим, правда это или нет. Итак, все обезжирено, по спинке выставлено, повторяться уже не будем. Водочка здесь, значит, вы понимаете, что все в порядке. Поехали. Опять же, немного придерживаем. И аккуратно, плавно поворачивая по часовой стрелке, погружаем стрелу в воду. Ну, для проформы чуть покрутим и вытаскиваем. Итак, здесь у нас тоже все получилось. Ну, давайте сейчас она обсохнет. Мы пока третью стрелу поклеим третьим методом и уже в конце все сравним. Да, кстати, вот мы поклеили вторую стрелу, и я заметил то, что здесь под термопленкой осталось воздуха немного. Даже не немного, если посмотреть поближе. Я это связываю со своей криворукостью и с тем, что я довольно быстро все-таки погрузил стрелу в воду. Давайте поклеим третью, сделаем это медленнее и посмотрим, насколько это повлияет на качество оклейки. И третий метод погружения. Все то же самое, что и во втором, только теперь стрелу мы крутим против часовой стрелки, а не по часовой. По заверениям производителя, тем самым мы добьемся угла от где-то 0,5, от половины до целого градуса, до 1 градуса. Итак, поехали. Немножко придерживаем и в этот раз делаем все медленнее. Ну, готово. Даже было видно, как вышел последний пузырик воздуха. И вытаскиваем. Стряхнули кончик, смотрим. Ну, сейчас я пузырей не вижу. Скорее всего, это связано с тем, что все-таки я медленнее погружал. А может быть, это связано с тем, что когда я клеил вторую стрелу, я вам сказал, что ее обезжирил, а на самом деле не обезжирил. Вот такой вот я человек. Делайте, что хотите, но по факту обезжиривание это важно. Конечно, вы можете сказать, что я так по-дилетантски поступил, потому что я ничего не умею, но на самом деле это неправда. Мы просто хотим показать вам разные способы, что может быть, если не соблюдать элементарных правил. То есть сегодня вы медленно крутите стрелу, завтра вы медленно что-то куда-то погружаете, послезавтра продали страну. Итак, наши 3 стрелы поклеены 3 методами, которые нам подсказал официальный сайт. И, честно говоря, различия ни я, ни окружающие меня мои коллеги не заметили. То есть звучит все, конечно, здорово, что мы можем так немножко регулировать угол, но по факту изменений каких-либо незаметно. Ну а с другой стороны, это можно даже назвать плюсом, потому что вне зависимости от того, как вы погрузите стрелу с термонаклейкой в воду, стрелы будут поклеены абсолютно одинаково. Крутите вы их или не крутите, неважно. То есть клеим комплект, получаем комплект одинаково поклеенных стрел. Это важнее, чем 1 градус, который мы могли бы изменить, крутя стрелу в кипятке. Только что мы поклеили 3 алюминиевых стрелы, они довольно толстые в диаметре. И легло все без особых проблем. А сейчас интересно все это посмотреть на карбоне. Сама стрела потоньше, соответственно, термоусадке усаживаться надо побольше. Посмотрим на практике, справится ли она с сей задачей. Первостепенно обезжириваем. Устанавливаем по спинке. Я идеально невооруженным взглядом определяю спинку на карбоне. Тут сомнений быть не может. И клеим. Тут в момент погружения на самом деле прям видно, как она схватывается, поэтому за этим лучше следить, чтобы не напускать воды в термоусадку. Оп.
Немного подержим. Готово. Смотрим на карбон. Ну, кстати, да, поклеилась без пузырей, то есть как и на прошлых стрелах, обезжиренных, это важно, повторюсь. Но вот нюансы, о которых я говорил в процессе поклейки, то мы прям видим, как термоусадка схватывается и обволакивает стрелу. И в случае вот с более тонкими стрелами, естественно, это тратится чуть больше времени. Просто в момент, когда клеите, следите за этим, и не надо сходу засовывать все в воду, потому что тогда, скорее всего, можно накосячить, потому что слишком много воды напускаем под термоусадку, и она уже нормально не сядет. То есть, как, я думаю, с любым делом, которым мы заняты, чем больше мы это делаем, тем лучше у нас получается. Если вот там первая стрела еще было немножко страшно, я же первый раз это делал, может быть, даже руки тряслись, то сейчас уже свободно понимаешь примерно скорость, с которой тебе нужно засунуть, чтобы все было хорошо. И спокойно клеишь. Такое довольно медитативное и приятное занятие. Видеть, как что-то схватывается, и у тебя из палки и термоусадки становится замечательная стрела, которой можно идти завоевывать новые победы. Ну что же, с методами, описанными на официальном сайте, мы разобрались и закончили. А теперь давайте перейдем к рукоблудству, скажем так, потому что нам показалось логичным, что раз это термоусадка, то, наверное, можно с ней работать не только опуская ее в кипяток, можно воспользоваться феном, который есть у каждого. Ну, у каждого же дома есть специальный строительный фен. Вот, поэтому сейчас давайте попробуем поклеить и посмотрим, сработает этот метод или нет. Или все-таки надо действовать строго по ноте, указанной на официальном сайте, и кроме как кипятком ничем не пользоваться. Поехали. Обезжирили. Надели термоусадку с перьями. Все выставили по спинке. Сейчас я включу фен, поэтому дальше просто наблюдаем за процессом, наслаждаемся мною в кадре, потому что слышно меня не будет. Она пиздец. Блядь, слишком близко держишь, блядь, мне надо, чтобы феном не пользовался. Пользовался. Так, ну что же, стрела поклеена, и издалека кажется, что все хорошо, но на самом деле не все. Метод рабочий, то есть, да, термопленка ведет себя как термопленка, она чувствует большую температуру, она скукоживается, и, в принципе, эффект достигнут. Но, когда мы опускаем воду, у нас происходит все-таки более равномерный нагрев. Он, во-первых, происходит по всей, собственно, площади этой термопленки, во-вторых, у нас заданная температура, и выше которой особо мы не поднимемся. Вот в случае же с феном прям очень четко видны места, где я слишком быстро, например, провел над жаром и остались небольшие пузыри воздуха. Но также есть место, где я, например, слишком сильно задержался или наоборот, стрелу держал слишком близко к фену, и прям видно, что пленку я немного прожег. Вероятно, если мы пользовались обычным бытовым феном, мы бы до такого не дошли, то есть просто не дождались бы момента, когда мы эту пленку сожгли. Потому что слишком долго ждать, пока она нагреется до такой температуры. Но у нас сейчас тут фен промышленный, он довольно горячий, поэтому надо было действовать аккуратнее. Так, что же, заводские методы мы испробовали, альтернативный метод с помощью фена мы тоже попробовали. Ну и давайте уже, раз мы проводим исследование, проводить его до конца. Как известно, термоусадка скукоживается под влиянием высоких температур. Вот сейчас высокую температуру мы и используем. Мне кажется, что с помощью газовой горелки поклеить перо можно гораздо быстрее, буквально в 2 движения. Посмотрим, прав ли я. Ну что же, мы аккуратно все обезжирили. И теперь плавно, без резких движений, приступаем к поклейке. Тут, в принципе, вот стрела довольно тоненькая, термоусадка гуляет. Но я думаю, это уже особо не важно, потому что даже если мы поклеим посередине, фиброгласовая стрела полетит идеально. Главное не спалить хвостовик, хотя какая разница. Метод идеально рабочий. Как мы могли заметить, если мы клеим с помощью газовой горелки, у нас не остается даже вот этой поганой белой термоусадки. На стреле останутся только перья, это то, что вам нужно. А если мы немножко обратим внимание и более тщательно
попытаемся разглядеть сами перья, издалека, наверное, это тоже будет видно, то мы заметим, что даже требуемый угол, о котором мы говорили в начале видео, достигнут. Мне кажется, идеальная поклейка. Деформация угла зависит лишь от вас. Чуть дольше подержали, можно даже перо сделать чуть-чуть поменьше, не говоря уже об 2 градусах, 15. Закрепляем эффект, она сейчас чуть-чуть остыла, доклеиваем до конца и идем стрелять. Идеально, ну и в воду. Ну что же, все, что могли показать, мы вам показали, а значит, подошло время делать какие-то выводы. На мой взгляд, вещь довольно интересная, но, как всегда, есть нюансы. Давайте начнем с самого неприятного нюанса, с которым вы можете столкнуться. Я специально открыл новую пачку, чтобы вам показать, что мы приняли поставку, у нас все хорошо, все пачки, все перья в пачках рабочие и нерваные, но вот в одной пачке нам попался вот такой косяк. Прям видно, что вместе, где у нас, собственно, сами перья клеятся к этой термоусадке, у нас дырка. То есть использовать нормально мы уже не сможем данный кусок термопленки. Это надо учитывать. И если вы где-то заказываете с доставкой, просить, прям конкретно просить менеджера, чтобы это проверили. Либо если выбираете сами в магазине, то просто обращайте на это внимание. Не все бывает без изъянов. На момент съемки этого видео в нашем магазине этот наборчик из 6 термоусадок, то есть, соответственно, под 6 стрел, стоит 2650 рублей. Кто-то скажет дорого, возможно, он будет прав. Кто-то скажет дешево, и, возможно, он тоже будет прав. Правда у всех своя. Но давайте поговорим именно об экономике процесса и о том, что нам дают именно, что нам дает именно такой вариант поклейки стрел. В другом случае, для того, чтобы поклеить ваш комплект, вам что нужно было сделать? Ну, как минимум, обратиться к нам или в какой-нибудь любой другой магазин, который может подобные услуги предоставить. Вам нужно будет купить перья, привезти ваши стрелы, заплатить нам за работу, подождать, пока мы все это сделаем, позвоним вам, отдадим эти перья, и вы уйдете стрелять. С этим же набором вы, по большому счету, можете все сделать сами, вы можете даже никуда не выезжать. Вы заказали по интернету, добрый курьер вам это все привез на следующий день, и вы в этот же день уже поклеили перья на стрелы и пошли на тренировку. Или, например, вы куда-то поехали, и вы знаете, что вы будете стрелять из лука, всегда есть смысл взять с собой этот наборчик, и если что-то случится с перьями на ваших стрелах, вы можете практически в полевых условиях все это сделать. Но главное, чтобы у вас была кастрюля с водой, но кто ходит в поле без кастрюли с водой в наше время. Есть еще вариант. Это поклеить все самому, то есть не с помощью термоусадки, а конкретно по перу. Но что вам нужно для этого будет сделать? Купить пероклейку, купить перья, купить клей, научиться клеить. Да, это не особо сложно, но все равно там определенные доли аккуратности требуют. То есть, опять же, мы тратим свое время на поклейку, на покупку, на разобраться в том, как это все работает. Опять же, с Boning True Fletch мы это время экономим. И тут уже каждый решает за себя, что ему дороже, собственное время или некоторая переплата, которая, ну, наверняка вас будет ждать, если сравнивать с поклейкой, если сравнивать с тем, что вы просто купите набор перьев и пойдете их клеить. Да, Boning будет дороже, но, мне кажется, значительно удобнее. Тут акцент на слове «значительно», потому что на поклейку мы потратим всего, там, не знаю, минут 10 на 6 стрел. Взяли, поклеили, они высохли, пошли стрелять. С обычными пероклейками все намного дольше. Повторюсь, решать вам. Нам эта приблуда кажется весьма удобной. Ну и, конечно, все вышесказанное относительно экономики процесса, оно по большей части относится, ну, к любителям. Скажем, тут это слово может быть не совсем корректное, но к таким людям, которые стреляют из лука в качестве хобби, возможно, охотникам. Если же мы говорим о профессионалах, то есть о профессиональных спортсменах, которые там с утра до вечера ежедневно проводят в тире и настреливают, то тут скорее, да, гораздо удобнее будет все-таки клеить перья отдельно, то есть покупать пероклейку, перья, потому что, во-первых, и перья мы будем использовать уже другие на профессиональном уровне, редко стреляют с блейзером. Вот, и, во-вторых, то количество перьев, которые мы будем клеить, которые нам придется клеить, оно будет значительно больше, чем вот тот комплектик, который нам позволит поклеить Boning. Ну и тут, конечно, уже разница в цене будет колоссальная. И на этом я хочу попрощаться с вами, друзья. А если я хочу, значит, я это сделаю. Так что до новых встреч. Следите за обновлениями нашего канала. Тут будет еще больше интересного. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.